Стали Ханкишиев с жалобой на общепит Германии, а конкретно Баварии и города Мюнхена. Нет, город Мюнхен, конечно, очень чистенький, аккуратный. Кругом оркестры играют, пивные бары работают. Но я вам должен сказать, что в этих пивных барах, где подают соленые рогалики, брецели, и это хорошо, где подают знаменитые баварские белые сосиски, вейсвюрст, мы с вами когда-нибудь такие приготовим, и это тоже хорошо. Но вот к баварским сосискам предлагается тушеная капуста. И тушеную капусту, должен я вам сказать, в Германии за последние 200 лет совершенно разучились делать. Вы спросите меня, откуда мне знать, какой была тушеная капуста 200 лет назад? А дело в том, что я знаю это очень хорошо. У меня прабабушка была немка, бабушка была немка, мама была немка. В городе Штутгарте в какой-то церковной книге написано о моем далеком предке. А пекарь из Эльзаса Бруно Альберт ушел в Россию. Оттуда-то наши Альберты и есть пошли. Вы знаете, на башне городской ратуши Мюнхена ежедневно в полдень начинается кукольное представление. Куклы выходят, танцуют, музыка играет. А я знаю все эти песни с детства. Моя прабабка, которая прожила довольно долго, она ушла, когда мне было уже лет 14-15. Она пела мне эти песни. И она даже переводила мне эти песни. В одной из тех песен пелась про Наполеона, такая длинная баллада. Заканчивалась та баллада, что «Но в России Наполеон получил свое». И тихо напевая эти песни, бабушка моя нарезала копченое сало с мясными розовыми прослоечками, ароматное, очень вкусное. Вы понимаете, что в те времена речь шла о свинине. Сегодня времена изменились. Сегодня я не употребляю свинину в пищу, поэтому у меня дома всегда есть копченое курдючное сало. Я вас потом как-нибудь научу, как коптить курдючное сало, и уверяю вас, что вам оно обязательно понравится. Всем нравится. А вам как не понравится? Вот вместо мясных прослоечек у меня совершенно уникальный продукт. Полюбуйтесь. Полюбуйтесь на это. Знаете, что это такое? Это копченая баранья грудинка. Вы берите те копчености, которые у вас есть, которые вы любите. Впрочем, если у вас есть какой-то бекон, так который можно нарезать такими крупными, хорошими шматами, нарезайте. Я тоже буду нарезать грудинку. Солю и копчу я все сам. Все сам. Пищепрому не доверяю. Вы полюбуйтесь, что за продукт. Ведь прелесть, а не продукт. Еще вчера это была просто свежая баранья грудинка. А сегодня это шедевр мясной гастрономии. Чтобы научиться готовить шедевры мясной гастрономии, вы должны подписаться, нажать колокольчик и не пропускать ни единого выпуска на моем канале. Бабушка не вытапливала жир из сала, она обжаривала кусочки сала, она подрумянивала их таким образом, чтобы их имело смысл оставить в казане. Какие роскошные выжарки! А самое главное, там еще есть что покушать. Но грудинка тоже довольно жирное мясо. Его тоже можно обжарить сейчас в казане. Оно выпустит свой волшебный копченый вкус, и там тоже останется что поесть. Красота какая! Пусть жарится,
а мне еще лук нарезать. Лук нарезать можно хоть полукольцами, хоть кубиками, да как придется. Неважно, потому что лук будет жариться довольно долго и в готовом блюде должен практически раствориться. Его и видно-то не будет, что там за лук. У меня к вам только одна просьба. Не уменьшайте количество лука. Вот поверьте, от количества лука будет зависеть результат, будет зависеть то, насколько правильную кисло-сладкую нотку будет иметь ваша тушеная капуста. Поэтому лука не жалейте. Четыре-пять головок лука – это обязательно. Это уж как минимум вот на такое количество капусты. А сколько здесь капусты? Я не знаю. Килограмма 2,5-3. Бегите от тех поваров, которые обзавелись на кухне весами, секундомерами. Вот термометр. Термометр штука полезная. А все остальное не суть важно. Ну, будет в этой тушеной капусте, допустим, 600 грамм лука. Или 700 грамм лука. И что, из-за этого тушеная капуста перестанет быть тушеной капустой? Нет. Гораздо важнее правильно пожарить тот же самый лук. Вот чтобы лук правильно пожарился, а куски сала и грудинки не пережарились, уже практически готовые кусочки сала и грудинки я убираю в сторонку. Освобождаю место для обжаривания лука. Ну, теперь казан погромче, пожарче и весь лук одним разом. На! Лук удивительный продукт. Лук можно пожарить, не знаю, может быть, 30 или 40 разными способами. И каждый раз будет разный результат. И каждый раз лук будет давать абсолютно другой вкус. Вот сейчас мне надо пожарить его буквально до красного цвета. Почти что до состояния джема. Поэтому я немного убавляю огонь и жду, пока лук пожарится так, как надо. Меня часто спрашивают, сколько минут жарить. А я задаю другой вопрос. А вы знаете, при какой температуре? Я начинал жарить лук при 220, потом опустил до 220, а сейчас жарю при 180 градусах. Я понимаю, что трудно себе представить повара, который измеряет градусником температуру в казане. Но как иначе мне передать эти важнейшие понятия вам, телезрителям, подписчикам канала в YouTube? Если бы вы вот здесь рядом стояли, вы бы руку вот так подержали над казаном и поняли бы, какую температуру должен иметь казан на каждом этапе. А когда мы разговариваем с вами через экран телевизора, через монитор смартфона, единственный способ – это назвать точную температуру. Так вот, я начинал обжаривать лук при 220 градусах, потом понизил температуру до 200. А сейчас жарю при температуре 180 градусов. И жарю уже минут 20. Теперь я прошу вас оценить состояние лука. Если и у вас за 20 минут обжаривания лука он приобретет вот такой цвет, значит вы все сделали правильно. Если у вас лук получится темнее или наоборот светлее, вы приобрели опыт. И в следующий раз так отрегулируйте нагрев под казаном, чтобы у вас все получилось правильно. Пора опускать капусту. Потому что капусте тоже необходимо закарамелизироваться. Точно так же, как сейчас закарамелизирован лук. Капуста у нас своя, домашняя. Мы можем позволить себе любые фрукты, любые овощи, что зимой, что весной, что летом. Но без квашеной капусты
Моя семья не живет. Мы каждую осень квасим капусту. Я писал об этом процессе в книге. Но дело в том, что процесс это на несколько дней. Его трудно показать по телевизору, его трудно заснять на видео. Но я вам обещаю, что в этом сезоне мы с вами обязательно поговорим о заготовках. Домашние заготовки являются базой, являются фундаментом хорошего хлебосольного стола. Дорогие друзья, почти что каждый год я принимаю участие в международных кулинарных конкурсах. И многие из моих книг получили заслуженные награды в Париже, во Франкфурте на Майне, в Пекине, в Макао, в Янтае. Но вот эта книга «Казан» получила в год своего издания гран-при. То есть это фактически «Оскар» в кулинарной литературе. В этой книге я впервые применил новую систему записи рецептов. Ну, во-первых, мы продумали пиктограммы, то есть особые значки для обозначения каждого вида продуктов. Во-вторых, мы продумали пиктограммы для обозначения того, какой огонь должен быть под казаном. Вот большой огонь, средний, маленький, как он направлен, строго в центр или равномерно. И в этой книге рецепты рассказываются немного по-другому. Не так, как в других моих книгах, либо книгах других авторов. Здесь большое внимание уделяется способу нагрева продуктов в казане. И именно благодаря этому можно получить отличный результат. Вот, например, посмотрите, как здесь все устроено. Верхняя строка, самая верхняя строка показывает, какие продукты когда вступают. Здесь лук, здесь морковь, здесь помидоры, здесь соль и перец. Вторая строка показывает, на каком огне следует готовить на данном этапе приготовления. Сколько минут, при какой температуре. Но если есть чем измерить температуру. А если нет чем измерить температуру, так вот здесь, в подвале, не только фотография, но еще и описание, каким должен быть огонь под казаном. Дальше. Вот здесь идут коротенькие буквально смс-ки. Что надо делать прямо сейчас? Добавьте порезанный полукольцами лук и накройте казан крышкой. Все очень понятно и просто. И тем более, что есть подробнейшая фотография. А вот уже ниже, буковками помельче, подробно написано, почему надо готовить именно так. В книге очень много фотографий, в которые я вложил очень много сил. И это такие, ну, можно сказать, художественные фотографии. Например, вот так выглядит шафран при приближении. Одним словом, книга такая, что вы не пожалеете. Хочу сообщить, что теперь книгу «Казан», как и многие другие мои книги, можно купить только в моем интернет-магазине. Каждый желающий может получить надлежащий автограф на книгу. Ну, кроме того, на моем сайте Сталик.ру постоянно действуют какие-то акции, скидки. Можно, например, купить 2 какие-то книги, а 3 получить бесплатно. Запоминайте, stalik.ru. Приходите, мы будем вам очень рады. Много капусты, да? Правильно приготовленная капуста должна уменьшиться в объеме в 2, а то, может быть, даже в 3 раза. Чем больше веса потеряла капуста, чем сильнее она протушилась, тем более концентрированный получается у нее вкус. Хорошо тушеная капуста – это взрыв вкуса во рту. Сейчас у меня температура в казане 180 градусов. Я постепенно каждые 10-15 минут буду понижать температуру. 160, 140, 120, а в конце 100. И чем ближе к концу приготовления капусты, тем интенсивнее мы должны перемешивать, потому что капуста очень легко и просто может пригореть. Пригорелая капуста – это очень невкусно. И в самом конце тушения капусты от нее нельзя будет отойти ни на минуту. Надо будет мешать постоянно. А вот сейчас, пока капуста еще достаточно сырая, она еще даже не нагрелась, отойти на минутку можно. И эта минутка нам очень нужна, потому что сейчас мы должны обжарить томатную пасту. Томатная паста – продукт очень сильный.
Томатная паста не заменяется свежими помидорами. Может быть, кто-то захочет улучшить мой рецепт и приготовить из свежих помидор? Нет. Берите томатную пасту. Берите томатной пасты немало. Я думаю, на это количество капусты понадобится ложки 2-3. Вот, 1,5 ложки и еще столько же 1,5 ложки томатной пасты. Но томатную пасту без масла не жарят. Непременно надо взять немного масла. Ну как немножко? Тоже ложки 3. И теперь берете деревянную лопатку и растираете томатную пасту в масле. Обжариваем томатную пасту до тех пор, пока запах сырой томатной пасты не сойдет на нет. Я знаю, что очень многие кулинары, повара и даже профессиональные повара не обжаривают томатную пасту. Кладут ее сырую, да так сырой она до самого готового блюда и остается. Это ужас. Это же так кисло. Это так невкусно. Нет, непременно обжарьте. Послушайте меня. Хоть вы будете готовить какой соус, томатную пасту надо обязательно хорошенько обжарить. Ах, как жаль, что вы не можете оценить, как изменился запах томатной пасты. Но вы видите, как изменился ее цвет. Ее кислота, ее кислинка тоже изменилась. Из очень яркой, нахальной, она превратилась в такую благородную. У нас капуста тоже кисло-сладкая. Там есть сладкая морковь, там есть кисленькая капуста. Вместе создает идеальный баланс. А сейчас мы добавляем сюда еще высоких частот и низких частот. Понимаете? Такой вкусовой эквалайзер. И что такое у меня низкие частоты? Это сахар, это сладость. Потому что вот эта приправа тоже должна иметь кисло-сладкий сбалансированный вкус. 3 ложки томатной пасты, 3 ложки сахара. Вот сейчас, минуточку, сейчас будет опасный момент. Отойдите подальше, расходитесь. И наливаю воду. О! Не брызнуло, справился. И перемешать. Перемешать, размешать, чтобы получился однородный соус. Ну и все, соус из томатной пасты готов. Можно возвращаться к капусте. Вот капуста, которую потушили наполовину. Сейчас температура под казаном примерно 140 градусов. А капуста ужарилась, утушилась, усохла примерно, я думаю, процентов на 30. Вы видите, да, сколько ее было и сколько стало. В Германии ее вот так и подавали. Возможно даже, что она была еще свежее. Я не знаю, они там что, витамины экономили, что ли? У них капуста прям хрустела. Она абсолютно не обладала ни свойствами, ни признаками тушеной капусты. И томатную пасту в Германии, тушеную капусту, почему-то не добавляют. Зато томатную пасту в Германии очень любят турки. Современная турецкая кухня вообще вся построена вокруг этой томатной пасты, вокруг томатной сальсы. Еще томатная паста плюс перечная паста, смешанные вместе. Я там же, в Мюнхене, в турецкой забегаловке, поел долму, фаршированные перцы, которые были залиты, очень густо залиты необжаренной томатной пастой. Вы знаете, что со мной ночью потом творилось? Вот видите, гейзеры. Вот такие гейзеры бушевали в моем желудке. Нет, моя томатная паста обжарена правильно, и она только украсит нашу тушеную капусту. Температура под казаном 120 градусов. Выше температуры для томатной пасты не годится. Нет. Томатная паста при температуре выше 120 градусов потеряет свой цвет, станет бурой, некрасивой. А сейчас все превращается вот в какую красоту. Мы близки к финалу.
Но казан такая штука. Встал за казан. Делай свое дело от души. Хорошо. Не экономь время. Не экономь силу. Есть сила, бери шумовку и помешивай. Самый ответственный момент. Вот сейчас и температура невысокая, 120 градусов, но влаги в капусте уже осталось настолько немного, что чуть только зазевался, чуть только постояла капуста, погрелась от донышка казана. Тут она тебе и пригорела. Тут она тебе и почернела. Что делать, если вдруг где-то чуть-чуть пригорело? Ну, во-первых, можете просто поднять, посмотреть, где там пригорело, и ложечкой это убрать в сторонку. Во-вторых, если где-то пригорело, обязательно надо взять немного воды и налить на это место. И пусть немного поварится эта капуста, либо то, что пригорело в казане, покипит. Вот эта чернота, вы увидите, она отойдет. Вода вокруг вот этой черноты вдруг станет прекрасного такого красного цвета, ну, как жженый петушок. А то и происходит с капустой, то и происходит с луком, то и происходит с любым продуктом, который содержит сахар. Чеснок очень быстро пригорает. Знаете почему? Потому что чеснок чемпион по содержанию сахара среди остальных продуктов. Вы не поверите, но чеснок именно поэтому пригорает быстрее всего. Но положи этот горелый, почти что черный чеснок в горячую воду, он чуть потушился, поварился и стал прекрасным. Стал таким красным. Но это я с вами заболтался. Мне еще копченую обжаренную грудинку и шкварки возвращать надо в казан. Они должны прогреться, они должны обменяться вкусами с капустой и превратиться в единое целое блюдо. Книга «Таджин», «Кускус» и другие марокканские удовольствия. Знаете, чтобы собрать рецепты для этой книги, я неоднократно летал в Марокко. Летал вместе со своим помощником Абдулой. И мы собрали в этой книге самые удивительные марокканские рецепты. Знаете, что такое марокканская кухня? Ну, во-первых, блюда для этой кухни готовят традиционно в таджинах. Но мы расскажем, чем заменить таджин. Во-вторых, в этой кухне используется много специй. Но на наше счастье все эти специи продаются на наших рынках. И даже в обычном супермаркете можно пойти и купить все вот эти специи, которые здесь на картинке. Ну а продукты самые обыкновенные. Мы тоже готовим еду вот из лука, из помидоров, из болгарского перца. Мы готовим эту еду, нашу еду из баклажан, кабачков, сельдерей, тыква, морковка, перец, цветная капуста. Скажите, пожалуйста, что-то есть здесь незнакомое? Ну, на самом деле, что-то незнакомое есть, например, соленые лимоны. В Марокко можно в любой лавочке купить, а я вам расскажу, как можно эту восхитительную закуску сделать прямо дома. Какое масло используется, какие необычные специи используются, все очень подробно. Посмотрите на фотографии. Это Абдулла, мой помощник и друг, а это Камаль Рахаль, сын шеф-повара короля Марокко. И мы готовили вместе с поварами, которые готовят для королевских праздников, для королевских свадеб, для королевских юбилеев. Но при этом пошли на улицу и посмотрели, как готовят в таджинах на улице. Вот просто на автобусной остановке. Это ведь тоже очень интересно. Я расскажу вам о марокканских базарах, я расскажу вам о ресторанах, что стоит заказывать в Марокко, а что нет. Мало ли чего, может кто-то соберется поехать в Марокко. Но в целом эта кухня, по моему мнению, является как бы продолжением узбекской либо азербайджанской кухни. Понимаете? Вот вроде бы все то же самое, только вкус немножко другой. Вкус новый, блюда новые. Вот, кстати говоря, та кухня, где готовится еда на королевские праздники. Видите, какая огромная кухня, огромные казаны. Заказать эту и другие мои книги можно в интернет-магазине stalik.ru. Эту книгу
можно получить еще и бесплатно, если вы купите 2 другие книги. Подробно об этом рассказано на моем сайте. Там постоянно происходят какие-то акции, скидки. Так что обращайтесь на сайт, вам помогут сделать правильный выбор. А при желании вы можете получить эту книгу еще и с моим автографом. Желаю вам успехов! Вот теперь, когда температура в казане не превышает 100-105 градусов, все очень спокойно. К капусте можно добавить паприку. При температуре более высокой паприка попросту-напросто сгорела бы. Паприка не терпит высокой температуры. А вот такая температура, да когда еще в казане есть немного влаги, это для паприки самое оно. Паприка у меня не острая. Можно сказать, самой малой жгучести. Поэтому 1 столовой ложки будет достаточно. А к паприке немного воды. Влага. Влага должна растворить вкус и цвет паприки. И эта влага не помешает капусте, потому что сейчас мы ее накроем. Вот как плов. Накрывают и дают ему постоять, настояться, превратиться именно в плов, а не в вареный рис. Точно так же мы сейчас накроем капусту. И мы добавим к нашей капусте ту же самую приправу, ту же самую специю, которую обычно добавляют в плов. Если кто-то подумал про зиру, молодец. Хорошая идея. Но у меня есть идея побогаче. Изюм. Желто-красный. Так и спрашивайте на базаре у продавцов. Изюм для плова. Небольшая пиала. Думаете, это будет нехорошо? А в плове изюм хорошо? Так вот, и здесь будет хорошо, потому что изюм тоже кисло-сладкий, как и наша капуста. Я подливаю на самое дно казана еще немного воды, чтобы капуста ненароком не подгорела. А будет там вода, так она пропарится под крышечкой-то и станет еще более мягкой, еще более комфортной. Тушеная капуста скрипеть и хрустеть на зубах не должна. Немцы подавали тушеную капусту в качестве гарнира к сосискам. А наша тушеная капуста – это, по сути дела, самостоятельное горячее блюдо, к которому тоже требуется гарнир. Знаете какой? Любимый мой гарнир. Мягкая, нежная, воздушная, со сливочным вкусом. Картофельное пюре. Вы знаете, как готовить базовое картофельное пюре? Ну, давайте научу. Для приготовления картофельного пюре отберите клубни одного размера и тщательно помойте. Уложите в тяжелую кастрюлю или казан и залейте холодной водой. Пусть вода едва покрывает картофель. Варите до готовности, проверяя зубочисткой. С готового картофеля слейте всю воду, но оставьте его в горячей кастрюле. На 2 килограмма картофеля приготовьте соль, 400 мл молока, 400 грамм сливочного масла, 2 желтка. А вот молоко пусть будет подогретым. Очищайте картофель, пока не остыл. Постарайтесь сохранить в тепле и очищенные клубни.
тщательно убирайте из картофеля все глазки, срезайте все недостатки. Пусть клубни останутся чистыми, желтенькими. Переложите клубни обратно в еще горячую кастрюлю. Начинайте разминать клубни. Не добавляйте к ним пока ничего. До тех пор, пока каждый клубень не окажется хорошо размятым. Постепенно будет все труднее разминать картофель. Тогда добавьте примерно половину заготовленного сливочного масла. Еще раз разомните. Постарайтесь, чтобы все масло растаяло и разошлось по картофелю. И только теперь начинайте солить. Я думаю, что уйдет несколько больше, чем 1 столовая ложка соли. Добавьте желтки. Вмешайте желтки в картофель. Ни в коем случае не используйте для приготовления пюре блендер. Это испортит картофельное пюре, испортит его консистенцию. Работайте обычной толкушкой. А вот теперь самое время добавить молоко. Но не все сразу, а частями. Разминайте картофель до тех пор, пока он не впитает в себя первую порцию молока и яйца. Тогда добавьте еще немного сливочного масла. Пусть картофель впитает в себя и вторую порцию сливочного масла. Тогда добавьте еще немного молока. И молоко, и сливочное масло в картофельное пюре необходимо добавлять порциями. Следующие порции ингредиентов следует добавлять только после того, как картофель впитал в себя предыдущие. Хорошо взбивайте пюре. Но сейчас самое время попробовать. А всего ли хватает? Может быть, добавить немного соли, пока еще есть молоко и масло. Вы удивитесь, сколько молока и масла способен впитать в себя картофель. Если протирать картофель через сито и постепенно, раз за разом, добавлять новые порции молока и масла, то окажется, что килограмм картофеля способен впитать в себя до полукилограмма сливочного масла и до пол-литра молока. Но для домашнего пюре достаточно просто взбить картофель как следует и подавать. Картофельное пюре – отличный гарнир ко многим блюдам, но может послужить великолепной начинкой для пирожков. Об этом поговорим в одной из следующих наших программ. Ну вот и пюре замечательное готово. И капуста, я думаю, что готова.
как нельзя лучше. Вот это тушеная капуста по моему вкусу. И здесь есть порции 4, наверное. На всю семью хватит. Ели мы тушеную капусту, разумеется, вместе с хлебом. А не как теперь принято. Ели, закусывая домашними консервированными помидорчиками. И были счастливы, веселы. И могу вам сказать, вполне здоровы. Моя бабушка, ее сестры, моя прабабушка все прожили долгую жизнь. Долгую, плодотворную, трудовую жизнь. И у них каждый день был повод сказать: приятного аппетита!